Привет, мои дорогие! Этот расклад для вас, именно того человека, который нашел это видео в ваше время и в вашем месте. Я посмотрю на вашу любовь и отношения. Если есть у вас отношения или пока еще нет, неважно. Расклад подойдет всем. Вы узнаете, какие фрагменты расклада именно говорят для вас, не сомневайтесь. А здесь мы посмотрим для вас и вашего человека любимого. Загадайте карту женщины как свою карту, а карту мужчины как вашего партнера, настоящего или перспективного. Он обязательно проявится, и информацию о нем вы обязательно услышите. Этот расклад называется, по моему авторскому прочтению, «Три орешка для Золушки». И не зря, наверное, меня часто в соцсетях называют «моя дорогая крестная». Девочки, которые помоложе меня, но расклад подойдет для всех возрастов. И мне в медитации пришла эта тема «Три орешка для Золушки», потому что я, как ваша крестная, посмотрю честно, правдиво на картах Ленорман наших любимейших, что мужчина замышляет. А три орешка – это мы его раскусим по 3 параметрам: его мысли, чувства и его действия. И еще расклад магическим путем покажет ваше прошлое, настоящее и будущее, что было, есть и будет в ваших отношениях. И можно даже сказать заговор. Что было – отпущу, что есть – сохраню, что будет – раскручу, что было плохого – отпущу, что есть хорошего – сохраню, что будет лучшего – раскручу, что было – отпущу, что есть – сохраню, что будет – раскручу. Итак, вначале давайте посмотрим 3 орешка, что было, есть и будет в ваших отношениях. Эти карты «Голубая птица», они очень красивые, викторианские, то есть это эпоха конца 19 века, по-моему, да, викторианская эпоха. Тогда кружева были в моде, такая нежность. В общем, поэтому они очень поэтичны, эти карты. Итак, что было, что есть и что будет. 3 орешка для Золушки, начиная вот с этих параметров. Что было? Сердце было, любовь была, влюбленность была. Было желание быть вместе. Вы встретились по судьбе. У вас было сразу притяжение друг к другу, сердечное притяжение. То есть ваши сердца бились в одинаковом ритме. Да? Это называется химический состав, гормональный, энергетический состав вашей крови был очень близок. Вы просто по крови были родственные души. И вы знаете об этом, и он знает об этом. Встреча была не случайна, была любовь. Что есть? Что есть общение или нет, неважно. Главное, что это карта общения. Да? Есть сейчас возможность начинать общаться с нового листа, начинать общаться абсолютно по-новому, по-свежему. То есть есть возможность перевести отношения на более высокий уровень. Здесь у нас бубновая масть, и это 7, то есть означает общение, значит встреча. С мужчиной будет встреча, будут разговоры, карта птица номер 12. А номер 12 это по нумерологии номер 3, потому что 12 это сложное число. Мы к единице добавляем 2, получается 3. Так что вы, он и ваша будущая любовь. Вы, он и ваше общее счастье. 3 – это всегда развитие отношений. Это всегда переход отношений на новый, более желательный для вас и для него уровень. Есть возможность общаться опять. Что есть? Есть возможность. Потому что была любовь, и она остается. Поэтому общение возможно, поэтому встречи возможны, поэтому любовь возможна, и примирение, если вы поссорились, тоже возможно. Сейчас посмотрим, что будет. Будет любовь. Смотрите, начинались все в ваших отношениях с любви, потому что сердце. И любовь не просто продолжается, она становится глубже, как рыба, которая ищет где глубже. Так и вы в отношения входите все глубже, глубже и глубже. Вы посвящаете свою жизнь друг другу, вы посвящаете сердца друг другу. Это шикарный совершенно расклад, и он пророчествует вам абсолютную любовь и взаимопонимание. А также карта рыбы отвечает за деньги. И я скажу, что для счастливых долгосрочных отношений нужно, чтобы были счастливые финансы, успешные финансы. Потому что с милым и в шалаше рай 1 месяц. А потом мы смотрим по-бытовому. Мы не ссоримся, когда на быт хватает средств, когда хватает денег.
Я сейчас делаю магию. Я работник света, и кто не знает, делаю церковную, только церковную магию, поскольку я 30 лет проработала в церкви и знаю этому толк, у меня есть подтверждение этому. Так что я литургический мастер, и хочу вам сказать точно, что здесь делается магия, светлая, чистая магия любви. У вас с ним будет любовь, потому что карта теперь ваша, она находится вот в окружении этих замечательных карт. Будет общение, будут свидания, будет любовь, будет счастье, будет взаимопонимание. Так что это вам гарантируется, дорогие мои друзья. Так, дальше смотрим. Итак, мужчина и вы, любимый, родной, или же желанный, но еще пока нет. То есть, что у вас будет с человеком, которого вы любите? 3 орешка для Золушки. И сейчас мы будем раскручивать будущее ваше с ним. Мы будем раскусывать и его орешки. Что он за орешек? Какой он на вкус? Что о нем скажут карты? Его мысли, чувства и его действия. Посмотрим. Итак, его мысли. Его мысли. Первый орешек. Второй орешек. Раскусываем его чувства. И раскусываем его третий орешек, его действия. Действие самое важное, конечно. Но человек действует по чувствам и мыслям, поэтому все эти позиции, как все в раскладах, всегда взаимосвязаны. Ну что ж, будем открывать, дорогие друзья, его мысли. Первая позиция. Итак, что мы здесь с вами видим, дорогие мои? Карта букет – это очень хорошая карта для мыслей. Он думает о вас как о самой красивой, самой любимой, самой желанной, самой лучшей. И вздыхает от любви, потому что букет – это он боготворит вас. Вы его воодушевляете на подвиги. Вы скажете, у меня вообще другой человек, он вообще не воодушевляется абсолютно. Я вам скажу, значит, 2 возможности есть. Первая возможность, что вы встретите лучшего, именно такого, которого показывают карты, потому что картам можно доверять 1000%. У вас есть возможность встретить лучшего. Или же ваш мужчина станет другим. Людям свойственно меняться, если вот у него произойдет такое прозрение. Так что здесь вот так. 2 карты цветов и карта книга. По судьбе вам человек. Вам человек по судьбе, и он знает об этом, потому что это у него в мыслях. Вы ему по судьбе, и он вам. И по судьбе вам встреча, потому что клевер – это встреча в Ленорман, поскольку 6 бубновая – это встреча скоро, да, встреча скоро, и это какие-то бумаги, 10 бубновая книга, у вас будут какие-то ценные бумаги, это бумаги на бракосочетание, если еще пока нет, либо же это ценные бумаги на владение домом, квартирой, в общем, какие-то бумаги, важные бумаги вы получите относительно вас обоих, и вы будете очень довольны. Карта клевер – это очень удачная карта. Она говорит о том, что ему в радость с вами встречаться. Он будет искать встречи с вами. Он уже в мыслях своих планирует, будет искать встречи с вами. Он уже где-то следит за вами, хочет узнать о вас больше, если вы еще не знакомы. А если вы уже знакомы или живете вместе, ему всегда видеть в вас радость. Кстати, в это нужно верить, это знать. Вторая позиция – его чувства. Сад, крест и гроб. Видите, какие сложные карты? Чувства у него противоречивые. Почему? Ну, потому что есть враги. Есть предатели, есть те, которые нарушили его и ваш покой. Это точно есть. У многих проиграется, что есть какие-то враги. Враги могут быть не люди. Враги могут быть просто неблагоприятные обстоятельства. Понимаете? И здесь, в общем, карты все разъясняют и просто показывают, упрощают то, что вам кажется сложным. Потому что гроб, где гроб у нас? Вот, гроб и крест. Эти 2 очень сложные карты. И карты вам просто объясняют то, что вам раньше казалось сложным. Как бы развязывают такой узелок, который завязался вокруг вас, да? Давно, может быть, потому что гроб и крест – это давно. Были какие-то препятствия. Давно ситуация была подвисшая. Давно ситуация не разрешалась. Кто-то что-то скрывал, потому что гроб – это скрыть что-то. Накапливалась тяжесть, усталость, крест. И у вас были связаны руки и ноги. Были связаны вы по рукам и ногам. То есть не было выхода.
Кто-то хотел у вас забрать силу по карте гроб. Кто-то хотел колдовство направить, крест и гроб вместе. Но иногда гроб и крест показывают просто родовые связи, показывают кармические отношения. Что такое кармические отношения? Это те, которые уже были в прошлых жизнях и теперь через вас проявляются. В принципе, любые отношения, они немного кармические, потому что, когда мы встречаем человека, мы уже его как бы знаем, он родной для нас, мы уже его видели в прошлых жизнях. Книга говорит о родственных душах. Он уже сразу вам показался родным, а вы ему были родная, сразу. Но были недоброжелатели, я все равно здесь вижу. И хранители рода вас предупреждают по карте крест и гроб, чтобы вы не слушали этих людей. Кому-то это было выгодно. Кому-то было выгодно направлять его в неправильном направлении, взять бразды правления собой у него из рук и руководить им как папет, как будто кукловод какой-то был, да? И он сам в этом виноват часто, потому что он сам когда-то раньше в его жизни, в этой или в прошлых, но он сделал неправильный выбор. Он сделал неправильный выбор общаться с очень недоброжелательными людьми, у которых был свой план относительно него. И что случилось? Вот что случилось, то случилось, да? Он в свое время сделал неправильный выбор. Он отказался от того, что было хорошо, и выбрал то, что для него было плохо. Сам себе был вредителем. Гроб и крест сам себе был вредителем. Это были люди из его общения, его круг общения. Это могли быть люди из его родни, потому что сад часто это люди из его родни, или из тех людей, которых он знает. Кто-то ему подбросил проблему, да, вот как подклад сделал крест и сад. Кто-то подбросил ему проблему. Кто-то хотел его отвлечь от вас, отвлечь его от того, что в его жизни самое главное, самое любимое, потому что букет он вас любит, обожает. Но сейчас эти люди вышли на поверхность через эти карты. Он узнал о них всю правду, квантово он понял все. И сейчас им придется вернуть все украденное. Все, что они украли, им придется вернуть. Видите, как масштабно смотрит именно Ленорман здесь, масштабно смотрит. Вы, главное, не отчаивайтесь, потому что его сейчас гложет мысль, зачем он это сделал. Его гложет мысль, что он знает, что он сделал неправильный выбор, и он открыл дорогу врагам. Сад, крест, гроб. Он открыл дорогу врагам. И сейчас его сердце тоскует, сейчас его сердце болит по этому поводу, который я только что вам описала. Ну, вот это очень важная позиция, потому что она расскажет, что он будет делать. Я никогда не рассматриваю позицию отдельно, особенно вот эта третья. Это третий орешек, мы раскусываем будущее вас и вашего мужчины. Я основываюсь на том, что было, есть и то, что будет. То, что в его мыслях, чувствах и действиях, да, вот это все вместе идет. Так что карты будут, они взаимодействовать друг с другом. Ну что ж, смотрим. Вот что будет. Будет поставлена точка на магическом воздействии. Его разбитое сердце будет восстанавливаться. Ваше разбитое сердце будет восстанавливаться. От мужчины придет известие. Он все возьмет в свои руки. И если ваше сердце было разбито, если вы были разочарованы в этом человеке, понимаете, он будет что-то делать, потому что у него есть страсть к вам, любовь, и он знает, что вы друг другу по судьбе. Книга-букет. Вы друг другу по судьбе. Откроются новые дороги, новые обстоятельства, и враги будут наказаны. Карта-развилка – это не только закрытие дорог, это открытие дорог тоже. Вот это с двух сторон. Часто по карте развилка закрываются дороги для колдунов, которые делали какую-то магию, кладбищенскую, на перекрестке дорог. В общем, грязную работу. И им идет всегда обратка, они наказываются. И по карте развилка часто открываются дороги. Потому что это дама бубновая. А дама бубновая – это женщина, которая владеет своей жизнью. Это вы. Вы будете владеть своей жизнью, и дороги у вас на жизнь с этим человеком, на счастливую жизнь откроются. Вы далеко превосходите своих врагов. Вы красавица, умница, и вон вам по судьбе. Вы далеко превосходите всех своих врагов. Враги мертвые, посмотрите. Они вас вообще не стоят. Все, кто к вами или им, пользовались бессовестно. Но я скажу, что
Где-то в какой-то области вы тоже виноваты, потому что вы поверили вот этим сплетням. Он где-то тоже виноват, потому что он позволил другим людям собой воспользоваться, бессовестно позволил им бессовестно воспользоваться. Где-то и у вас, и у него был тоже самообман. Эти хитрости других людей, их вот эта тяжесть, да, их подлые проделки, они были не случайно. Где-то вы допустили оба врагов, потому что вы перестали верить друг в друга. И сейчас восстанавливается ваша вера в друг друга, потому что карта Кольцо именно говорит о том, что те обещания, которые вы дали друг другу, помните, карта Сердце была о том, что было. Те обещания, которые вы давали друг другу, они теперь всплывут в результате этого расклада в вашей памяти. А также они всплывут в памяти мужчины. И вы вспомните об этом. Карта Кольцо говорит, что обещания будут выполнены. Его обещания вам будут выполнены. Он выходит из этого, из-под влияния, видите, крест и гроб, и он выполняет свое обещание. Вы скажете, я ему столько лет жизни отдала, я старалась для него. Если у кого-то такое проиграется, да, отпустите это все, отпустите эти сожаления, потому что он сейчас докажет на деле вам свою любовь. Больше никто не будет им вертеть, больше никто не будет им пользоваться, и вами тоже больше никто не будет вертеть или пользоваться, потому что Кольцо говорит о том, что будет стабильность. И вот это ваш дом. Трифовая мать часто отвечает за семью и за дела. Но вообще дела семейные – это самоуважение, уважение в паре и так далее. Вот это все, что к вам приходит. Карта Письмо. Для многих карта Письмо здесь проигрывается, как мужчина выйдет на связь. Если вам или ему было страшно двигаться в отношениях вперед. Этот страх уйдет. Потому что карта Письмо говорит открытие дорог. Тем более с развилкой. Когда рядом с письмом развилка, идет речь об открытии дорог. Эта магия разрушена. Восстановлены отношения. Негативное влияние ушло. Ситуация обновилась, обнулилась. И все, что было ударом, эмоциональным ударом, все осталось в прошлом. Вот я так это вижу. Потому что карта Кольцо говорит, что мужчина выйдет на связь, письмо Кольцо. Это будет встреча с ним, дороги, встреча с ним. Кстати, вот именно в этих картах, карта развилка называется road, или же дорога, дороги. Дороги откроются на любовь. Это очень рада. Давайте возьмем карты итога. И еще будет для вас совет. Так, карты итога. Для вас советы. Ну и для мужчины советы, конечно, для него советы. Чем сердце успокоится его и ваше. Давайте посмотрим. Итак, итог. Стабильные отношения, собака, якорь, стабильные отношения. Вот эта гора сойдет. Гора тоже защита. Ваши отношения под защитой. Теперь вы владеете информацией, владеете всей информацией до конца. Мужчина вас любит, он верный вам по карте собака. И ваши отношения под серьезной защитой, якорь. Мужчина хочет с вами стабильных отношений. Он больше не будет вот эти качели поддерживать. Так что здесь продвижение в лучшую сторону, здесь все будет хорошо. Если гора для некоторых проиграется как тяжесть, то тяжесть уходит, потому что собака – это спаситель. А если гора как защита от высших сил, так здесь вот больше проигрывается, потому что карта гора в окружении с двумя хорошими картами. Это говорит о том, что у вас, конечно, будет стабильность в отношениях. Очень хороший расклад. Итак, делаем советы. Вот советы для вас, совет для него. И тоже, чем сердце успокоится, ваше и его. Итак, совет для вас. Плетки. Дом и коса, видите? Какой совет? Ну, из дома нужно вносить ссор, да, прямым чтением.
Там, где было остро, в доме были ссоры, домашние, это могут быть родственники мешали, острые отношения в доме. Ну, вот все, что я сказала, просто подтверждается. Вам совет не слушать, нету родню, ни этих, в кавычках, доброжелателей. Вы не владели информацией до конца. Информация была скрыта, потому что были ссоры, была острая ситуация, вмешательство в вашу жизнь. Какие-то коварные проделки, потому что коса – это очень коварные проделки. Вы иногда даже боитесь как бы трогать ваших родных, потому что от них только грязь идет. Развязываются ваши руки, потому что коса говорит о развязке какой-то, да. Те руки, которые были связаны, те дела, которые были связаны, теперь развязываются. Заканчивается какая-то катавасия, проблема в семье, в доме. Те, кто вам мешал до сих пор, эти люди отходят. Потому что коса, она убирает все, она вычищает. Это карта очистки от негатива. Кто-то через магию мог разрушить ваш дом, потому что плетки и дом. И вы волнуетесь. Вам совет не думать об этих людях. Вообще не думать о них никак. Вот вам такой совет. Потому что они только вам могут помешать. Не думайте о них. Вот какой шикарный расклад. И знаете, те, кто вообще такие нехорошие люди, их же не переделаешь. С ними просто нужно меньше взаимодействовать. Но когда родные, конечно, тяжело, но можно соприкасаться поменьше. Алчность. Их алчность – это корень всего зла. Вот я вижу здесь алчность кого-то в семье. На деньгах у многих завязана. Алчность связана с жадностью. Мужчина. Итак, здесь будет вот эти карты, 3 карты, покажут совет ему. Ну что ж, дерево очень хорошая карта. Он к вам настроен просто на очень длительное отношение. Дерево – это родственная карта. Он заботится о вас. С ним будут разговоры о любви. С ним будет встреча, потому что 7 червовая – это встреча для разговоров о любви. Перемены будут в ваших отношениях. Вся вот эта негативная составляющая уйдет. 10 пик. 10 – это новое начало. То есть 9 пиковых мастей говорит, что да, были страдания, вот я вот здесь вижу, но в новое начало не берите с собой вот этот весь мусор. Мусор нужно оставить в прошлом. Карта корабль говорит, что с мужчиной будет связь, с ним будет встреча, свидание. Карта вот корабль, вы движетесь по направлению друг к другу. Это может быть вы проведете вместе отпуск, поездку. Какие-то перемены будут в ваших отношениях. И карта башни может указывать на то, что может новая работа будет. Вот башня и корабль – это поездка, новая работа, переезд по работе. У мужчины может быть переезд по работе. И потом он будет семью свою туда перевозить, потому что дерево, корабль, башня. У мужчины будут очень серьезные перемены, я вижу, особенно в профессии. Ему совет думать о вас в первую очередь. Эти все перемены для того, чтобы были лучшие отношения в семье. Ну, очень хорошо, очень хорошо. Вот эти советы были, да, вы все послушали. А теперь мы посмотрим, чем сердце успокоится у него и у вас. Итак, его сердце успокаивается. Да, это точно. Корабль и аисты. Аисты на Луну идут. То есть Луна – это личная жизнь. И аисты – карта перемен в личной жизни. Да, и Луна – карта перемен в личной жизни. Одна карта дополняет другую. Но я же говорила, что будут встречи. 7 червовая – это встречи любовные. А у нас уже 8 червовая – это разговоры о любви. С мужчиной будут встречи, разговоры о любви, разговоры о переменах. Вы будете вдвоем планировать свое будущее, и мечта ваша будет исполняться. Вот чем сердце успокоится. Мечта исполнится, и вы будете счастливы с мужчиной. Ну, как еще это протрактовать можно, да? Нежность, любовь. И у нас здесь 8 червовая. Вы понимаете, да? Об этом идет. Это разговоры о любви. Он признается в любви. С мужчиной будет встреча, любовная встреча, потому что он уже по ранней дорожке, то есть скоро будет стремиться к вам. Вот видите, 6 червовая. В игральных картах это ранняя дорожка, то есть скоро с ним будет встреча. 7 это 7 червовая, это встреча для любви. И 8 червовая, разговоры о любви.
Так что он будет говорить с вами о любви, потому что любит вас. И дама червовая, вы самая любимая у него, самая желанная. И он выбирает вас. Если у вас там треугольник был, какие-то непонятки, мужчина выбирает вас. Это однозначно. Он выбирает вас для серьезных, счастливых отношений. Итак, вот чем сердце успокоится. Чем ваше сердце успокоится? Это его сердце успокоится, он будет уверен, что правильно все происходит. Какие карты замечательные, лилия и солнце. Ваше сердце успокоится тем, что вы станете более уверены в завтрашнем дне с этим человеком. Лилии и солнце. Ситуация прояснится по карте солнца. Враги все отступят, и на вас стоит сильная защита. Потому что карта солнца – это карта архангела Михаила. На ваших отношениях стоит сильная защита. И никто, ни через какую магию, гроб, крест, никто не сможет разрушить ваши отношения. Там, где заступается за вас, за вашу пару, там, где стоит у вас за спиной и у него за спиной архангел Михаил, все враги отступают, боятся, убегают, потому что сильнее архангела Михаила нет архангела. И карта Солнца – это карта архангела Михаила. А также по игральным картам бубновый туз – это ценные бумаги, это драгоценности, это деньги, это что-то очень хорошее, радостное. Дальше мы смотрим карта Лиса. Ну, нужно найти выход вам. Чем сердце успокоится? Активностью. Здесь эта карта не может быть негативной. Во-первых, карта Лиса не всегда негативная, только в окружении других негативных карт, поскольку в Ленорман ни одна карта не читается сама по себе. И у нас здесь с вами девятка трифовая. Кстати, девятка червовая, наверное, тоже в духе вышла. Здесь у нас десятка червовая есть. Расклад очень оптимистичный. Ведь десятка червовая – это счастливый дом, счастливая любовь на всю жизнь. Ну и девятка, она в духе вышла, я ее обозначила. А девятка треф, кстати, скажу про девятку червовую, но это же в любовь. Это спальня, это постель, это любовь, это счастье. Вот. И девятка треф, она всегда означает полноту семейного доверия и гибкости в отношениях, когда там не я права, ты прав, и вот это все разборки, когда гибкость в отношениях, нужно знать в меру, там, где нужно, больше мы не будем доказывать друг другу ничего. Это карта Лиса в этом случае. Карта Лиса бывает плохая только в окружениях других плохих карт. А смотрите, какие другие карты, лилии и солнце. Так что здесь карта Лиса положительная. Она говорит о том, что будет гибкость в отношениях. Сердце успокоится тем, что будет терпение друг к другу и гибкость в отношениях. Для того, чтобы жить долго и счастливо. В общем, так все просто. Ленорман как предложение составляется, да? Мои самые любимые. Потому что они самые-самые правдивые. Вот так, дорогие мои друзья, такой расклад вам на пользу и на счастье, и на любовь. Пользуйтесь, используйте все, что у вас есть для счастья, потому что я точно знаю, что вы будете обязательно счастливы. А также я точно знаю, что у вас все будет хорошо во всех сферах вашей жизни. И что вы и ваш любимый человек, вы будете очень-очень счастливы. Столько вышло шикарных карт, что, понимаете, столько вышло шикарных карт у вас, да? Вот. Ставьте лайк, девочки и мальчики, потому что выражать эмоции – это очень полезно для вас. Или дизлайк, что вашему сердечку угодно, конечно. А также подписывайтесь на канал, если не подписаны. Здесь все для вас. И подписка ничего не стоит, потому что дружбу за деньги не купишь. Стараюсь для вас выпускать видео часто, чтобы вам помогать. Мои видео можно смотреть часто, потому что они всегда заговоренные на любовь, на счастье, и они просто раскрывают вам жизнь. Карта змея. Не бойтесь никаких змей. Видите, она все равно себя показала. Вылетает из гнезда. Видите, змея уходит от вас. Интересно как. Змея уходит от вас. Это змея какая-то семейная, которую вы знаете, и мечты сбываются. Не будет больше. Вот видите, я еще раз показываю, что обязательно будет у вас все в порядке, потому что звезды
Или звезда — это исполняется желание, открывается ваш путь. А змея просто уходит. Это, скорее всего, родственница уходит и больше мешать никогда не будет, потому что, как я сказала, расклад заговоренный на любовь. Вот так еще одно подтверждение. Если кто-то там, какая-то Фома неверующая была, ничего страшного. Кстати, Фома один из лучших апостолов Христа. Не то, что он там не верил, а он просто хотел доказательства. Вот змея и вышла как доказательство. Змея и аист отлетает. Так что отлетают все враги в ваших отношениях. Это ваш оберег на счастье, на удачу. Здесь именно эти карты. Я сделала для вас оберег. Это моя практика, давнишняя, авторская. Берите себе на удачу, на счастье этот оберег. Мужчина вас любит, и вы его. Между вами будет полнота чувств, взаимное доверие по карте рыбы. И вы будете счастливы. Увидимся, дорогие мои друзья. У вас все будет хорошо, замечательно. Вы, главное, не волнуйтесь, доверяйте своей интуиции, доверяйте друг другу. И ничего нет сильнее любви. Вы это знаете сами, правда? До новых встреч. Пока-пока.